Здравствуйте, меня зовут Алиса Рыжиченко, и сегодня я хочу рассказать вам о том, чего достигло военное управление в экономике нашей страны за последнее время. И начать я хочу с волнующей темы – это инфляция и цены. Несмотря на все попытки правительства регулировать цены, инфляция за май месяц составила 9,4%. Такой инфляционный рекорд был последний раз 5 лет назад, в 2016 году. Больше всего повышение цен наблюдалось на некоторые продукты питания. На майонез, например, прирост цен составил 30%. На масло, яйца и жиры более 20%. На горчицу 18%. Повышение цен было также значительное на лекарственные препараты. Порядка 25% повышения. Также на транспорт плюс 13%. И на услуги ЖКХ плюс 10%. Очевидно, что прирост цен без вмешательства правительства был бы намного больше. Но не стоит тут радоваться, что правительство о нас заботится, регулирует эти цены, чтобы мы покупали немножко товар подешевле в магазинах. Нас всех ждет очень резкий скачок повышения цен, как только цены отпустят. И если этого не произойдет в ближайшее время, то производителям продукции просто выгоднее будет продавать этот товар за границу, нежели чем на внутреннем рынке. И это, в свою очередь, может привести к дефициту товаров. То есть, либо мы получим высокие цены, либо мы получим дефицит продуктов питания. Ну или у нас еще один есть вариант заместить эти продукты питания белорусским и российским товаром. Но там, вы понимаете, уже качество продуктов питания будет совершенно другое. То есть все вот эти искусственные меры по сдерживанию цен, первое, они не работают, и второе, они приведут к еще большему ухудшению ситуации с ценами. Следующая новость была абсолютно ожидаемая. Это изменение планового показателя по дефициту государственного бюджета. В январе месяце правительство приняло документы с дефицитом порядка 4 миллиардов. Потом в марте они вновь изменили этот плановый показатель на 5,5 миллиардов. И уже сейчас они изменили снова этот плановый показатель. И сейчас правительство планирует закончить год с дефицитом порядка 6 миллиардов белорусских рублей. В одном из своих видео в марте месяце я уже обсуждала этот вопрос и говорила о том, что вот этот показатель 5,5 миллиардов, который они приняли в марте, он абсолютно не соответствует действительности, учитывая темпы прироста дефицита государственного бюджета, и что этот показатель, скорее всего, изменит в ближайшее время, что, в принципе, сейчас и произошло. Что касается местных бюджетов, вернее их исполнений. По итогам первого квартала у нас есть статистические данные только поквартальные. Могилевская, Гомельская, Брестская и Гродненская области закончили с дефицитом порядка 100 миллионов белорусских рублей. При этом Минск сработал в профицит 215 миллионов белорусских рублей. По итогу местные бюджеты были исполнены с профицитом за счет города Минска. Но вот эта вот статистика четко показывает, что работает у нас только Минск, а все остальные регионы у нас работают просто в минус, умирают, грубо говоря. Еще один важный показатель – это широкая денежная масса, то есть все наличные и безналичные денежные средства, которые находятся в обороте страны. По сути, денег в стране должно быть столько, сколько необходимо для полноценного хозяйственного оборота страны. Если вот эта вот связь нарушается, баланс, то это может привести к обесцениванию национальной валюты. Так вот, по данным Национального банка Беларуси, широкая денежная масса с начала года по 1 июня уменьшилась на 2%. Причем, когда измеряется широкая денежная масса, учитываются данные также по валютным депозитам. Это очень интересный момент, потому что он четко иллюстрирует доверие белорусов к банковской системе белорусской. Так вот, белорусы со своих физические лица, вот белорусы со своих депозитов валютных за прошлый год, то есть начиная с мая 2020 года по май 2021 года, сняли порядка 3,5 миллиардов долларов со своих валютных депозитов. Ситуация с юридическими лицами немножко другая. Тут валютные депозиты немного подросли, порядка 200 миллионов прибавили с начала этого года по июнь.
Но это все объясняется, естественно, тем, что юридическая компания, она не может работать без валютных депозитов, им необходимы банковские счета в валюте для того, чтобы рассчитываться с поставщиками, со своими партнерами заграничными. Они не могут, естественно, передавать просто в чемоданчике деньги. Это так не работает. И вот сейчас, судя по вот этим данным, мы видим, что, да, широкая денежная масса снижается, но нету никаких там резких скачков, резких колебаний или каких-то экономических потрясений. Но в любом случае, когда происходит вот такой дисбаланс, то есть снижается широкая денежная масса, правительство будет пытаться восстановить этот баланс. Каким образом? Правительство повышает налоги, они могут повышать процентную ставку, что в свою очередь будет ухудшать условия кредитования. Ну, мы с вами знаем, что в Беларуси на сегодняшний день практически невозможно взять кредит обычному человеку. Поэтому никаких перспектив в банковской сфере или улучшения ситуации в банковской сфере тоже не предвидится. Следующий вопрос – это инвестиции. Инвестиции – это, скажем так, основные средства развития экономики. Без инвестиций ни одно государство не может развиваться, не может развивать свою экономику, не может развивать какие-то новые экономические проекты. Поэтому этот показатель очень важный. Ну, давайте посмотрим, что у нас с прямыми иностранными инвестициями в Беларуси. За первый квартал 2021 года в Беларусь было привлечено прямых иностранных инвестиций на сумму $2,5 миллиарда. Сумма эта небольшая, не маленькая, приблизительно равная сумме в прошлом году, в позапрошлом году. Но интересно тут совершенно другое. Тут интересен тот факт, что из $2,5 миллиардов 1 миллиард долларов был выдан в виде долговых инструментов, то есть в виде кредитов, займов, лизингов. По сути, то, что в принципе инвестициями назвать очень сложно. Поэтому давайте проанализируем оставшиеся этих $1,5 миллиарда долларов прямых иностранных инвестиций. Так вот, к прямым иностранным инвестициям может относиться участие в капитале. Например, когда инвестор вкладывает в уставной фонд предприятия, покупает акции или доли компании. Так вот, за первый квартал этого года прямых иностранных инвестиций в виде участия в капитале было всего лишь на $41 миллион из $1,5 миллиарда. Это очень маленькая сумма, и она четко показывает, что инвесторы боятся вкладывать в белорусские компании. Очень боятся. Они просто бегут из нашей страны, и, видимо, какие-то только залетные инвесторы решились вложиться в белорусские компании в условиях правового дефолта. Остальная сумма, вот это 1 миллиард 420 миллионов долларов, она приходится на реинвестирование. Что такое реинвестирование? Это когда инвестор, уже однажды вложившись в белорусскую компанию, не выводит свои средства и доходы, а оставляет их дальше на предприятии в работе. То есть вот эта сумма приходится на реинвестирование. Причем она сосредоточена в основном в Минске и Минской области, порядка $1 миллиарда. Остальная сумма приблизительно в равном количестве распределена между областями. Очень интересно еще также рассмотреть географию вот этих реинвесторов, то есть кому принадлежат эти инвестиции, реинвестиции, да, назовем их так. Так вот, одним из самых главных реинвесторов у нас, в принципе, как и ожидаемо, является Россия. Порядка $500 миллиарда они реинвестировали в первом квартале 2021 года. А дальше очень интересный момент. Еще $500 миллиарда реинвестировал Кипр. Но, по моему мнению, в принципе, да, есть подозрение, что вот эти кипрские реинвестирования – это на самом деле капитал из стран СНГ, просто вложенный в белорусскую экономику через подставные кипрские компании. То есть, по сути, скорее всего, одним из самых главных реинвесторов является Россия. Порядка $1 миллиарда вложила Россия, и уже оставшиеся суммы там разделяются между различными странами, там Нидерланды, Германия, Австрия и так далее. Еще один важный момент в экономике любой страны – это внешняя торговля и ее показатели.
Во-первых, внешняя торговля – это привлечение иностранной валюты в страну, с одной стороны, а с другой стороны, формирование спроса на определенную иностранную валюту в зависимости от того, из какой страны в основном мы импортируем товары. За последнее время, что касается внешней торговли, обороты внешней торговли в нашей стране значительно увеличились. Но это никак не значит, что мы от этого как-то выигрываем, потому что сальдо внешней торговли до сих пор остается отрицательным. То есть мы покупаем больше, чем мы продаем. Кроме того, мы стали импортировать на 25% больше, чем вот за этот же период, за первый квартал прошлого года. При этом очень важно понимать географию импорта, то есть она достаточно сильно сместилась в сторону Российской Федерации. Вот за первых 4 месяца с января по апрель мы импортировали на 44% больше российских товаров, чем за аналогичный период в прошлом году. А вот ситуация с Европейским Союзом, наоборот, немного изменилась. То есть мы сократили импорт, не намного, но все-таки сократили, и немножко нарастили экспорт. По экспорту тут, конечно, опять же, ситуация следующая. У нас есть данные только с января по апрель месяц, и они на сегодняшний день уже, можно сказать, не очень-то актуальны, потому что после этого было несколько таких весомых событий, которые повлияли на экономику нашей страны. Это принятие американских санкций, это введение европейских санкций против компании Белавия. И вот это снижение экспорта резкое, которое произойдет в любом случае, да, из-за введения этих санкций, мы уже увидим в статистических отчетах за второй квартал. Сейчас это, конечно, нигде не отражено в данных. Но это произойдет и совсем скоро. А теперь давайте поговорим о курсе белорусского рубля. У нас складывается такая картина, что экономика страны в рецессии, все экономические показатели нам просто кричат о том, что вот-вот должен рухнуть белорусский рубль по отношению к доллару, но эта ситуация не происходит, а курс белорусского рубля достаточно стабилен по отношению к доллару и даже снизился сейчас до уровня прошлой весны. Почему так происходит? Этот вопрос интересует многих, его часто задавали в комментариях под нашим видео, его часто задают мне мои коллеги этот вопрос. На самом деле ситуация произошла следующая. С одной стороны, мы изменили географию импорта. То есть мы сократили импорт с европейских стран и нарастили импорт у Российской Федерации. Таким образом, мы снизили спрос нашей страны на валюту доллар и евро. То есть нам нужно сейчас рассчитываться с поставщиками европейскими в меньшем количестве, и нам на это нужно меньшее количество валюты. Соответственно, спрос наш снизился. С другой стороны, сейчас время выплаты налогов, и белорусские предприятия сейчас очень активно продают валюту и будут еще некоторое время продавать на рынке валюту. То есть таким образом они увеличивают вот это предложение валюты на рынке. То есть они продают валюту для того, чтобы рассчитаться с налоговой и выплатить налоги, а на рынке растет предложение валюты. То есть что получается? С одной стороны у нас снижается спрос, с другой стороны увеличивается предложение. Но по простым законам экономики цена растет, когда растет спрос, при этом предложение достаточно ограниченное на рынке. Но у нас ситуация абсолютно обратная. Снижается спрос, а предложение растет. Соответственно, именно по этим причинам у нас курс белорусского рубля достаточно стабилен и спускается до уровня весны прошлого года. И это продолжится еще некоторое время. Но нужно понимать, что вот эти экономические обстоятельства, которые сложились сейчас, да, и стечение экономических обстоятельств, оно оказывает положительное влияние на национальную валюту только в краткосрочной перспективе. То есть в действительности, в долгосрочной перспективе мы не видим никаких предпосылок к увеличению стабильности национальной валюты или как-то улучшению экономической ситуации в нашей стране, что приведет к стабильности белорусского рубля. Нет, это исключительно временное явление из-за сложившихся экономических обстоятельств, каких-то временных, да? Так вот, с этим вопросом разобрались.
Что получается в итоге у нас? В итоге получается, что цены продолжают расти, инфляция повышается, цены растут даже на регулируемые товары, военное управление никаких не предпринимает реальных мер по улучшению реальной экономической ситуации в нашей стране, только и занимается, что меняет какие-то плановые показатели на бумажках, но в реальности никаких мер, которые в действительности помогут нашей стране, не предпринимают. Народ не доверяет ни банковской системе, ни системе государственного управления, что подтверждается просто массовым оттоком валюты с депозитов физических лиц. Естественно, юридические лица не могут себе такого позволить, а если бы могли, уверена, что эту тенденцию мы бы проследили и у юридических лиц. Рынок заполняют российские товары. А что делает Лукашенко? Лукашенко предпринимает любые возможные глупейшие действия в целях сохранения собственной власти, как, в принципе, вот этот поступок с самолетом Ryanair. По факту он захватил 2 человека, которые якобы, по его мнению, опасны для его власти, но в результате огромная государственная белорусская компания стала на колени и опять должна идти просить там у России какого-то разрешения летать над Россией, разрешить им летать в российские города, опять растет зависимость от России. То есть Лукашенко всеми своими действиями по защите собственной власти ведет нашу страну в бездну нищеты и рабства. То есть, еще вопрос, рабства у кого? У Лукашенко или по факту мы будем рабами у Путина? И самое страшное в том, что чем дольше Лукашенко находится у власти, тем меньше шансов у нас что-то изменить к лучшему. Ну а на сегодня все. Спасибо вам огромное за то, что смотрите наш канал. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии и до следующей недели.